Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Цыганский пасьянс». Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. Юпитер– это планета возможностей и удачи, и ваша планета-управитель. И каждый год Юпитер меняет знак. По 26 мая этого года Юпитер находится в Тельце. И с 27 числа он будет в Близнецах, и это для него наиболее комфортно. И я должна сказать, повезет больше, увы, знаком зодиака, которые рождены людям, точнее, которые рождены под знаками зодиака стихии огня или воздуха. Почему? Потому что больше свободы действий, больше движения, меньше ненужной философии. И вы можете вспомнить, что было актуальным для вас 12 лет тому назад, в 2012 году? Какая сфера жизни была наиболее актуальна на тот момент? Вполне вероятно, с какой-то новой ступенью, с новыми возможностями, но где-то приблизительно в этой же сфере жизни могут создаться те или иные условия, события, которые тоже вам придется как-то организовывать. Все-таки Юпитер провластная планета, и нам придется организовывать свою жизнь как-то по-другому. И для вас, может быть, это как новые возможности для себя завершить какой-то ненужный период ожидания. Ведь близнецы– это коммуникация, это новый контакт, это поездки, переезды, смена наших ориентиров в плане профессиональном. Торговля, для тех, для кого актуально. Решение вопросов по части документации, оформлений. И, находясь в Близнецах, Юпитер помогает нам воплотить в жизнь наши амбициозные планы. Время ожиданий заканчивается, это правда. Но и Юпитер как раз помогает тем, который сам готов помочь самому себе. То есть не совсем здесь ожидание, а больше приступить к какому-то процессу или быть готовым, может быть, выйти из зоны комфорта для того, чтобы не упустить возможность. Все же близнецы это созвездие, которое подразумевает скорость, мои дорогие. И с другой-то стороны, это, знаете, когда мы можем загореться каким-то проектом, мы можем узнать какую-то тему, которая нас вдохновит на новые подвиги, но и по ходу развития событий правильно анализировать, что же происходит, будет тоже не лишним. И для вас, мои дорогие стрельцы, это 7-й дом гороскопа. Выгодные контракты, перспективное сотрудничество, все то, что будет связано с взаимодействием с людьми. Ваш оптимизм, безусловно, и дипломатия – это как номер один то, что будет притягивать к вам людей. С вами захочется общаться другим людям. И вам самим тоже не захочется сидеть, скучать в уголке. И вот такие тонкие энергии вам дадут возможность прочувствовать обстановку, гармонизировать отношения. Ожидается в этот период много знакомств, может быть, новая любовь или как минимум состояние влюбленности. И это тоже наполняет оптимизмом, вдохновением, радость сама по себе. И когда хочется видеть мир, видеть новые горизонты, попробовать себя в новом деле, одиночество, мои дорогие стрельцы, категорически противопоказано в течение с мая, буквально с конца мая 2024 по май 2025 года. Чаще будьте на людях, не закрывайтесь, потому что новые связи через людей приходят к вам новые возможности. Давайте мы узнаем. У нас сегодня две колоды. Колода Таро ангелов и цыганский пасьянс. Что же для вас означают эти карты? Или с какими событиями вы можете столкнуться? У нас как раз событийный ряд на цыганском пасьянсе. Возможно, это то направление, с которого следует начать. Итак, для вас, мои дорогие стрельцы, и я смотрю карты, и вы, пожалуйста, тоже смотрите, потому что я могу что-то и не заметить. Тогда пишите, и мы с вами это обсудим. Я вам отвечу. Первый ряд карт готов совпадение. Я пока не вижу. Идем дальше. Дела сердечные. Факт.
какая-то история любви. И для тех, кто один или одна, не быть в сольном варианте, завершить, а как раз, может быть, построить гармоничные отношения в плане личной жизни. Причем это те будут отношения, когда спокойное течение жизни. У вас и сердце, и рядом свеча– это спокойное течение жизни. Но спокойное течение жизни– это не ничего не делание. Это то, что вы можете решить многие вопросы в спокойном ритме, когда вам больше удается, нежели, ну, где-то, как, знаете, служит препятствием или пробуксовывает. Даже если может быть такой момент, что не так быстро какие-то вопросы, допустим, документы мы хотим оформить, и там сколько ты не убыстрее, чаще всего это процедуры или чиновники. Вот там мы не всегда можем воздействовать на быстрый какой-то прогресс. Так вот, у вас все решится в свое время, но в принципе сами по себе очень приятные, благополучные энергии, судя по пасьянсу, мои дорогие. Идем дальше. И перемены, посмотрите. Часы – это и есть перемены. И я смотрю дальше. Радость, венок. Радость, счастье, удовольствие от жизни. Позитивов явно будет больше, и вы это прочувствуете. Как я уже сказала, комфортно себя чувствует ваша планета-управитель в созвездии Близнецов. Поэтому и вы вот эту легкость на подъем, когда больше для вас оптимизма, и вы будете этим оптимизмом вдохновлять окружающих. Это и есть своего рода магнетизм с вашей стороны, когда к вам новые связи могут прийти, много контактов. Тогда жизнь более интересная, поэтому одиночество противопоказано, как минимум, как у Бродского, нужно выйти из комнаты. Ну, он-то писал, не выходи из комнаты, но, понятно, смысл был иной. Я смотрю, и я пока не вижу совпадений. Да, я не вижу совпадений. Очень благополучный для вас прогноз по цыганскому раскладу, по сеансу, когда личная жизнь, спокойное течение жизни, радость, перемены, причем ведь все это концепция благополучных перемен. Мне нечего добавить. Давайте мы добавим на картах Таро. К чему готовят вас высшие силы? Или какую концепцию они для вас приготовили? Что вы, может быть, должны пересмотреть? Как видят карты? Если мы говорим судьбоносные перемены, что вот именно по воле высших сил происходит в этот период? Действительно, любовь. Это карта королева кубков. Это карта любящего человека именно в этой колоде. И поэтому какие-то отношения для вас будут очень важными в этот период. Это те, люди, которым мы можем доверять. Это те, которые чувствуют нас. Это по этой карте эмпатия. И значит, для тех, кто один или одна, точно есть смысл подумать, чтобы не быть в сольном варианте. Личная жизнь, если мы спросили про концепцию высших сил или к чему они вас готовят, к тому, чтобы вы были счастливы тут от начала до конца. И где-то эта карта продолжает все те значения, которые выпали по цыганскому пасьянсу. Хорошо, какая-то сфера жизни для вас будет трансформироваться. Но это вы сами, это королева жезлов. Это то, что вы сами захотите. Это удовольствие от жизни, когда у меня и благополучие сбалансировано, когда у меня где-то денежный момент, тоже я могу и сегодня чувствовать себя достаточно уверенно, свободно, так и на завтрашний день у меня тоже все находится под контролем. Сами по себе значения вот в этой карте, как, знаете, ваши решения, потому что проходит и прописано в этой карте как ум, как знание, как умение проанализировать какую-то обстановку и правильно выстроить концепцию планов, тезис плана, что-то распланировать на сегодня
или распланировать что-то и на завтра. От начала до конца, по сути, это организация вашей жизни. Но еще и королева жезлов умеет правильно распорядиться с деньгами. Поэтому дела, работа, бизнес и профессиональная сфера через людей, через эмпатию, через новое окружение или новые знакомства. От чего вы откажетесь? Или что перестанет для вас быть важным? Вы получите, скорее всего, какое-то известие и поставите в чем-то точку. Вот конкретная карта Паж Земли нам говорит о том, что мы радуемся тому, что, первое, для кого-то это получение документа как диплом, для кого-то из вас это прохождение курсов очень важных, которые откроют перед вами перспективы, последующие на новый вид деятельности или новые способы заработка. По этой карте мы готовы идти вперед, тут само по себе продвижение. Когда мы один этап проходим, мы радуемся тому, что мы переходим на другой уровень. По этой карте мы можем переехать очень далеко, потому что если вы к этому прикладываете усилия, рассматриваете работу, допустим, как у кого-то проиграется релокация офиса, а может быть вы сами ищете ту работу, которая не в той местности находится, где вы сейчас проживаете, или для IT-сферы тоже может проиграться. Вы можете начать изучать что-то подобное, чтобы быть более свободны в плане перемещения, для того, чтобы больше руководить собственной жизнью, для того, чтобы уметь работать или иметь такую возможность из любой точки мира. Вот что-то подобное в конфигурации всех карт может проиграться, и вы можете уехать, как и одна, и там найти свою историю любви, новую, если вы сейчас в сольном варианте, а для кого-то это переезд может быть даже с семьей, когда будет задействована и личная жизнь, и вопросы финансового благополучия, и вопросы профессионального роста. Все возможно для вас, мои дорогие. Вы будете легко, мы спросили, от чего вы откажетесь сами. Вы будете легко отказываться от того этапа, который вами уже пройден. Ведь по этой карте мы все время идем вперед. Прошли какую-то ступень, и мы должны подняться выше. И то, что было нами пройдено, оно уже остается позади. Вот это прошлое вам будет легко оставить. Или вы решите конкретный какой-то один свой вопрос за этот период, и это будет тоже своего рода какая-то победа. И после этого, значит, вы будете что-то планировать себе более свободно. Или если, ведь у каждого своя ситуация, может быть и правда, долго не оформлялись какие-то документы, и из-за этого что-то стопорилось. Значит, вы оформите то, что вам необходимо, и пойдете уверенно вперед. Что вам будет помогать? Хорошее настроение. Будут те люди, которые, где-то будут рады видеть вас, будут подпитываться отчасти вашим оптимизмом. Но его хватит на двоих, это точно. Для кого-то из вас это новая история любви, новые отношения, которые вас будут вдохновлять. Есть в этой карте все-таки элемент материализма, потому что девушка Паж воды держит кубок, из кубка выглядывает рыбья голова. Это символизм денег. Поэтому и вопросы личной жизни и радости, они будут подкрепляться тем, что с финансами, в общем-то, будет порядок. Вот, наверное, и получается эта радость. Действительно, вам будет просто многое удаваться, мои дорогие. Вот такой позитивный период для вас. Давайте мы достанем такую карту, как изменится ваша жизнь. Работай и еще раз работай, и у тебя все получится. Тут много карт выпало, и поэтому у кого-то переезд, правда, состоится или смена работы, у кого-то карта любви, двойка кубков, личные отношения, нам про это уже сказали. Новые начинания, это как туз жезлов, это ваше важное решение, может быть. И вот по этой карте, это когда мы хотим что-то доказать. Вот помните, что рыцарь мечей иногда ассоциируется как бунтарь без причины. Вы не должны обострить какую-то обстановку, чтобы ваша жизнь изменилась в более позитивном ключе. Или не быть резкому. Больше контакты, как я уже говорила до карт, в более таком гармоничном ключе с людьми. Взаимодействие, быть дипломатом. Это все вам помогает, нежели мы пытаемся кого-то склонить к собственному мнению. По сути, это не имеет никакой роли. Все решают люди. И от того, как мы с ними договоримся, как мы с ними взаимодействуем, будет зависеть и наше качество жизни. Итак, как изменится ваша жизнь?
мои дорогие стрельцы. Интересно, это у нас так выглядит 4 мечей, когда мы никуда не спешим. Медитация. Есть, конечно, по этой карте двоякое значение. Для кого-то это может проиграться, как уделить внимание самому себе, буквально медитация, это отдых подразумевается, когда мы принимаем то, что есть на самом деле. Когда мы не строим на песке воздушных замков, и когда мы видим жизнь в реальности. Для кого-то это может проиграться, как необходимость уделить действительно внимание своему здоровью. Например, ведь если вы чересчур устали, уставшие люди делают ошибки, может быть, придется вам анализировать прежний какой-то опыт, отказываться от чего-то. Мы избавляемся ведь от мусора какого-то ментального или приводим мысли в порядок по этой карте. И уставшие, как я сказала, люди делают ошибки, а также из-за усталости падает наш иммунитет. Поэтому вопросы здоровья контролировать как минимум карта об этом заявляет, в открытую следует. Не вступать, да, в какую-то конфронтацию. Это тоже вам будет помогать. И если как изменится ваша жизнь. По этой карте уходит, вот если у нас выпадали такие карты, которые говорили больше о приятной личной истории или о взаимопонимании с близкими, или о возможности построить такую личную историю, когда вы радуетесь, когда вас, ну, знаете, проснуться утром и прочувствовать себя счастливым. Это, наверное, великое само по себе счастье или возможность нашей жизни. Вот может проиграться что-то подобное и по этой карте, но есть такой момент, как изменится ваша жизнь. Вам действительно придется отказаться от прежних методов, может быть, работы или взглядов на жизнь в чем-то. У кого-то произойдет эта трансформация по части личной жизни. И где-то в этом будет концепция того, что для вас, знаете как, вот нам выпала эта карта, или точнее значение, свеча. И ведь вот 4 мечей – это тоже, когда мы складываем оружие в других колодах Таро. Когда мы не торопимся куда-то, когда мы не делаем чего-либо на импульсе, а потом, сделав, не пожинаем какие-то минусовые плоды труда своего. Тут будет спокойное, размеренное течение жизни, и значит будут возможности сделать что-то наверняка хорошо, когда не останется сомнений в принятых решениях. Но и по этой карте уделить внимание самому себе. Как и вопросы имиджа, так и здоровья. Это ведь тоже взаимосвязано. Для вас это будет очень актуально. Не устроить, есть по этой карте, не устроить себе долгий анализ какой-то прошлой ситуации, прошлых ошибок. И мы говорили с вами до карт. Одиночество противопоказано, а все же по этой карте есть риск. Поэтому, мои дорогие стрельцы, если вы никак не решаетесь начать или ждете как посыла свыше, тут можно прождать и ничего не дождаться. Помните, ваша планета-управитель помогает тем, кто сам достаточно активен. Давайте карту совет достану. Да, 6 воды. Для кого-то это ностальгия или прежние отношения, которые могут заиграть совершенно новой силой. Может быть, вы примете тот факт, что да, совершил много ошибок, или какие-то были разногласия, и вы сумеете здесь договориться. Для кого-то из вас, может быть, какая-то история останется в прошлом, но в то же время она вас не будет больно ранить, или она не будет вам добавлять, ну, знаете, какого-то ненужного самокопания. По этой карте к нам приходят хорошие воспоминания или то, что нас связывало долгие годы. И если теперь какая-то история не продолжается, по какой-либо причине, может быть, объективной, меня смотрят люди из разных стран, тогда вас это не разрушает. Здесь, наоборот, мы наполняемся энергией. Или это те могут быть отношения, мои дорогие стрельцы, когда вы с кем-то переписывались или долго были в дружеских отношениях. А вот тут с учетом всех карт и пасьянса вы можете перевести отношения на новый уровень.
Или для кого-то это могут проиграться те люди, которые из прошлого, может быть, друзья. Вы их можете случайно встретить и поступить какие-то предложения или, поговорив с человеком, вы можете заинтересоваться каким-то проектом и сами попробовать осуществить что-либо в одиночку. Будут подсказки как и судьбы, так и будете вы анализировать свое окружение, как и в настоящий момент, как тех людей, которые к вам возвращаются из прошлого, так и те, которых вы встретите наперед. Но если мы говорим карта совет, здесь есть тот человек, который переживает за вас и готов вам поставить свое плечо. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие стрельцы, и любимы всегда.